Всем доброго времени суток, с вами снова Александр Грей. В этом видео я буду делать абстрактную картину с применением текстурной пасты, потали, а также эпоксидной смолы. Текстурная паста у меня это шпатлевка ОСБ для стыков и плит, эластичная. Выкладываю ее на холст толстым слоем. Затем мастихином волнообразными движениями создаю рельеф. А затем по этой форме более рваную текстуру. Затем, когда полностью все высохнет, покрываю всю поверхность баллоном. Эффект похожий на хром, с отличным блеском. Наношу клей для потали на водной основе, полностью на всю рельефную часть. Теперь же непосредственно приступаю к наклейке самой потали. Поталь не экономлю, клею цельными листами. Убираю лишнюю, незафиксированную поталь. Но практически вся поталь приклеилась, как мне и было нужно. Перед этим я специально покрыл все хромированным баллоном, чтобы там, где поталь не легла на поверхность, не было видно текстурной пасты. Замешиваю эпоксидную смолу. На данную работу мне понадобится примерно 1 стакан. Теперь в смолу нужно добавить красящий пигмент. У меня это черный витражный лак. Чтобы черный цвет распределился равномерно, покрыл центр картины заранее черной акриловой краской. И затем выливаю эпоксидную смолу в центр картины. Затем она постепенно будет засыхать в течение 24 часов. Чтобы не испортить кисть или любой другой рабочий инструмент, использую губку.
В общем-то, картина готова. Смотрим, что же получилось. Выглядит вполне стильно и современно, в духе современной абстракции. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Возможно, там есть видео, которое вы еще не смотрели. А также ставьте лайк. Мне это поможет в продвижении канала. До встречи в следующих видео.